Кораблекрушение речного катера Хаблиани на реке Дунай, Венгрия. Хаблиани – это 27-метровый речной катер, действовавший на реке Дунай в Будапеште, Венгрия. Дождливой ночью в 21 час 05 минут 29 мая 2019 года столкнулся с 135-метровым речным круизным баркасом Viking Sea под мостом Маргет возле здания парламента. Хаблиани представлял собой 27-метровый речной круизный катер класса с двумя открытыми палубами и вместимостью 45 пассажиров для осмотра достопримечательностей. Он был построен в Советском Союзе в 1949 году, а его двигатель был заменен в 1980 году венгерской компанией. Он был приобретен Panorama Deck в 2003 году и с тех пор использовался для регулярных круизов по Дунаю. Viking Sea – это 135-метровый речной круизный баркас, которым управляет швейцарская компания Viking River Cruises. Он имеет 4 палубы с 95 номерами и может перевозить 190 пассажиров. Корабль был окрещен в марте 2019 года и поставлен на дунайские маршруты компании. В 21 час 05 минут по местному времени 29 мая 2019 года речной катер Хаблиани был протаранен на миделе левого борта кораблем Viking Sea. При переходе под мостом Маргарет возле здания парламента на участке Дуная, при ширине реки 457 метров. На момент столкновения на борту Хаблиани было 35 человек, в том числе венгерский капитан и член экипажа, 2 гида из Южной Кореи и 31 южнокорейский турист в возрасте от 6 до 72 лет. Туристы были в двухнедельной экскурсии по Восточной Европе, организованной сеульской компанией Very Good Tour. После просмотра записей с камер видеонаблюдения с ближайшей точки, полиция заявила, что Хаблиани перевернулся под мостом Маргет. Судно двигалось вверх по течению к левому берегу реки, чтобы подготовиться к высадке, и направила налево на путь судна Viking Sea, которые шли параллельно речного катера Хаблиани. На спасенных пассажирах не было спасательных жилетов, а другой южнокорейский турист сказал, что на круизных судах, организуемых туристическими компаниями, их часто не было. Все 7 спасенных выживших были сброшены с верхней смотровой площадки. Полиция и скорая помощь прибыли на место столкновения примерно через 10 минут в 21 час 15 минут, вскоре после того, как получили уведомление о перевернутой лодке. Немедленно начались поисково-спасательные работы. К месту происшествия было доставлено несколько прожекторов, и в течение нескольких часов прибыли более 200 водолазов и медицинского персонала. Поисково-спасательные работы осложнялись высоким уровнем воды в Дунае, который значительно поднялся из-за нескольких дней проливных дождей, сильных ветров и температуры воды от 10 до 12 градусов. Быстро движущаяся вода, достигающая скорости от 9 до 11 км в час, ограничивала видимость под водой и мешала дайверам искать внутри обломков катера Хаблиани. 7 южнокорейских туристов были спасены из воды и доставлены в местные больницы, где их лечили от переохлаждения и шока. Из реки также вытащили 7 тел, которые были опознаны по отпечаткам пальцев и ладоней. 19 туристов и 2 члена экипажа пропали без вести. Несколько спасенных пассажиров были найдены ниже по течению, в том числе один на мосту Питофи примерно в 3 километрах к югу. Одно из извлеченных тел было найдено в 12 километрах вниз по течению почти через 3 часа после столкновения. Первая крупная водолазная операция началась через 5 дней после столкновения и завершилась обнаружением 8-го тела, извлеченного корейскими водолазами. Янош Хайду, глава контртеррористического центра, координирующего поисково-спасательные работы, заявил журналистам, что водолазы сделают все возможное для поиска тел и выживших. Другое тело было найдено в тот же день в Харте, в 110 километрах вниз по течению от Будапешта, местной полицией. Утром 4 июня, 6-го дня, тело, извлеченное из-под обломков днем ранее, было опознано полицией как корейская женщина, что сделало ее 9-й известной жертвой аварии.
После 6-часовой водолазной операции с корабля подняли 10-го пострадавшего. Полиция также сообщила, что они нашли и опознали 11-го пассажира в городе Кульч. 12-й пассажир был найден в Адоне. 5 июня объявили, что извлекла из-под крушения еще одного пассажира. Позднее той же ночью в полицейском заявлении поясняется, что тело женщины-пассажира было извлечено из Дуная во второй половине дня недалеко от места аварии, а другое тело было найдено и опознано в Эрчи. В течение 6 июня 3 жертвы были найдены возле моста Ракоцы, Эрт и мост Свободы. Последний был идентифицирован как член экипажа Хэблини. 8 июня в Сажиламбате было обнаружено еще одно тело пассажирки, которого на следующий день опознали как жертву кораблекрушения. По состоянию на утро 9 июня 2019 года 20 пострадавших были найдены мертвыми, а 7 пассажиров и венгерский капитан катера пропали без вести. Дунайская водная полиция обнаружила пострадавшего мужчину в реке Дунай между Бельчки и Мадокшей ближе к вечеру 12 июня 2019 года. Поисковая группа продолжала находить тела 3 южнокорейских пассажиров где-то на реке ниже по течению от мост Маргет до южной государственной границы. 22 июня 2019 года в воде недалеко от острова Чепель был найден труп. Опознание тела было проведено. Женщина, разыскиваемая до сих пор как пропавшая без вести, является жертвой аварии катера на Дунае 29 мая 2019 года, 5 июля 2019 года. Патрули поисковой группы обнаружили труп в омов реки Дунай в районе Макада, который был идентифицирован 6 июля как пропавший без вести после кораблекрушения на Дунае. 31 мая Министерство внутренних дел объявило, что попытки поднять и вернуть Хаблиани в течение первых 2 дней не увенчались успехом и что оно ищет новые способы поиска на нижней палубе пассажиров, попавших в ловушку. По состоянию на 6 июня 2019 года водолазы прикрепляли страховочные привязи, чтобы затонувшую лодку можно было поднять с помощью плавучего крана Clark Эдам грузоподъемностью 200 тонн. Уровень воды в то время был слишком высок, чтобы начать спасательную операцию. 7 июня кран все еще находился возле моста Маргет, так как спасательная команда не рискнула бы развернуть его с повышением уровня воды, хотя кран был готов. Власти использовали Clark Эдам, судно-кран грузоподъемностью 200 тонн, чтобы поднять затонувший корабль со дна Дуная. 11 июня подъемные работы начались около 6 часов 30 минут утра по местному времени. Плавучий кран поднял лодку из воды под мостом Маргет, о чем сообщили в прямом эфире. Менее чем через 30 минут после начала спасательных работ появилась рулевая рубка корабля. 2 водолаза были отправлены на поиски и обнаружили тело предположительно венгерского капитана. К 8 часам 30 минутам утра были найдены 4 тела, 3 из них предположительно южнокорейцы, в том числе единственный ребенок-жертва, 6-летняя девочка, которые были обнаружены в месте крушения. Наконец, плавучий кран погрузил лодку на баржу. После этого Хэблини был переведен на остров Чепель для дальнейшего полицейского, морского и технического осмотра. Президент Южной Кореи Мун Чжэ-ин направил аварийно-спасательных служб, чтобы помочь венгерским усилиям, в том числе несколько человек, которые работали в связи с катастрофой в Сеуле. У берегов Южной Кореи в 2014 году. Министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён-ва отправился в Будапешт. Через неделю после инцидента посольство Венгрии в Сеуле объявило, что родственники погибших и представители корейских властей могут бесплатно путешествовать между Сеулом и Будапештом в сотрудничестве с LOT Polish Airlines. К 6 июня при содействии южнокорейской полиции началась идентификация погибших пассажиров. 8 июня 2019 года столичная полиция Будапешта опубликовала первый пресс-релиз о своих выводах. Полиция установила, что капитан затонувшего Хэблини не несет ответственности за столкновение, основываясь на заключении экспертов. В октябре 2019 года велось отдельное расследование, чтобы выяснить, не смог ли Вайкинг Иден, родственный корабль Вайкинг Сиджин, за которым он следовал недалеко, когда произошло столкновение,
оказать помощь жертвам столкновения. Единственным подозреваемым был капитан речного круизного баркаса Viking Сиджин Юрий Чеплинский. Судебное дело началось в марте 2020 года с обвинения прокуратуры. Капитан впервые рассказал о событиях в июне и сентябре 2020 года. В марте 2020 года прокуратура предъявила Юрию обвинение в неосторожном нарушении правил дорожного движения, повлекшем за собой массовые жертвы, и 35 пунктах неоказания помощи после столкновения. Венгерская прокуратура сообщила суду в среду, что 64-летний Чеплинский не уделял достаточного внимания и не уделял должного внимания управлению судном в течение нескольких минут во время ливня. Он не ощущал присутствия речного катера Хаблиани, не передавал по радио и не посылал аварийных звуковых сигналов, заявил суду гражданин Новаки. Чеплинский отклонил предложенную прокуратурой сделку о признании вины о 9-летнем тюремном заключении и дальнейшем 9-летнем запрете на его лицензию на лодку. Он сказал, что хочет судебного разбирательства, и не стал комментировать дальше. Гражданин Чеплинский проработал на реке более 40 лет, 30 из них капитаном лодки.